Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема. На каком свидании можно заняться сексом? Народ, напоминаю, что тему знакомства с девушкой мы уже рассмотрели в предыдущих роликах. Пришло время переходить на следующий этап отношений. Этап сближения. Ага, ближе к делу, ближе к телу. Так на каком же свидании лучше всего заняться сексом? На первом, на втором, а может быть на 34-м? Чем быстрее, тем лучше. Ох-хо-хо, мистер Спич у нас горяч. Но этот совет подходит для стратегии быстрого соблазнения. Мы здесь про другое. Нас интересуют именно долгосрочные отношения, в идеале переходящие в семью. Поэтому я предлагаю не торопиться. Опять не торопиться? Да сколько можно уже? Да, не торопиться и разложить все по полочкам. Погнали разбираться. Первое. Секс и религия. Ребят, по христианским нормам интимные отношения между мужчиной и женщиной в большей мере предназначены для воспроизведения потомства. Поэтому такие отношения предусмотрены для людей, состоящих в браке. Если вы будете встречаться с девушкой из религиозной семьи или сам из религиозной семьи, то следуйте этой норме. И назовите первенца Фома. Нашему психологу Никите Фомину такое понравится. Второе. Секс с девственницей. Во времена моей молодости, это в конце 90-х, начале 2000-х, а если вы хотели серьезных отношений и дружили с девственницей, подождать полгода, год считалось вообще норм. Сейчас, конечно же, времена ускорились, но и уровень культуры после отбитых 90-х стал выше. Налицо закон компенсации. Значит, и сейчас при общении с девственницей, если у вас, конечно, все по-серьезки, подождать полгода, год до первого полового акта, это не стрёмно. После этого выпуска у нас в подписчиках останутся одни евнухи. Я так не считаю. Вы подумайте сами. Если человек быстро открывает границы, она за них и в будущем не будет держаться. Или у такой барышни очень низкая самооценка, она хочет угодить партнеру любой ценой. Заглядывание в рот быстро наскучивает мужикам. Понимаете, с рассмотренными стратегиями что-то серьезное не построишь. Семья – это марафон, а не быстрые гормональные кайфы и разбежались. А что делать, если сильно прижмет? Сублимировать. Как это? Вот так. Третье. Секс с недевственницей. Ну здесь-то точно можно долго не тянуть. Что ж, самцы, соболезную. И в этом случае выждать несколько месяцев совершенно нормально. Любой психолог-сексолог вам скажет. Не стоит пренебрегать стадиями платоники и дружбы. Сначала влюбитесь друг в друга, как в личность. И только потом дайте полюбить друг друга телами. Он даже говорить стал, как эти дешевые писаки женских романов. С его советами моему нефритовому жезлу точно скоро придет хана. А если так переживаете за свой нефритовый жезл, переезжайте на остров Папуа, Новая Гвинея. Там девочки в племенах начинают заниматься сексом с 7 лет. Нормально. На остров не хочу, там скучно. Я из поколения зумеров и хочу заниматься сексом со своей виртуальной подружкой. С ней на каком свидании можно? Вот в таком я точно не силен. Спроси лучше у Сири. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете о том, на каком свидании можно заняться сексом. Пишите сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Ну а мы переходим к рубрике «Ответы живика». Я задал вопрос, на каком свидании можно заняться сексом реальным людям, и получил на него реальные ответы. Давайте слушать. Жанна, 38. Секс уместен тогда, когда вы уверены, что мужчина вас уважает и готов не давить с этим вопросом. Если бы на меня коллекторы не давили, и я бы так кредит никогда бы не отдал. Елена, 25. Это вопрос сугубо личный. Есть люди, которые после года общения ложатся в кровать, а потом расходятся. А кто-то и на первом свидании переспит, а потом через полгода свадьба и счастливая семейная жизнь.
Согласен, бывает такое, но Елена 25 говорит нам скорее об исключениях, а не о правилах. Поэтому, ребята, все-таки слушаем психолога. Через меня, ой-ой-ой, сколько таких невест прошло. Так, ребят, напоминаю на всякий случай, что молодежь у нас сейчас, атомная. Многие девчонки, не достигшие 16 лет, выглядят как полностью взрослые, сформировавшиеся барышни. Но будьте аккуратнее. Проверьте, за какой класс у нее учебники, а то залетите по 134 УК РФ. Разобрали очередную важную тему, на каком свидании можно заняться сексом. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Итак, первое – секс и религия. Второе – секс с девственницей. Третье – секс с недевственницей. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх!